Приветствую! Как я и анонсировал в одном из прошлых моих видео, сегодня расскажу о качественных Blu-ray дисках объемом 25 гигабайт, которые я непременно советую зрителям и подписчикам моего канала на YouTube и Дзен. Приобрел на ZonBuy по ссылке, указанной в описании этого видеоролика. Лот из 10 дисков за 1223 российских рубля. Это порядка $13 США. Цена за диск вышла такая же, как и за диск Crytek на AliExpress из прошлого моего видеоролика. В Минск доставили через неделю с задержкой на одни сутки, хотя тут указано, что упаковано 13-го. Да, я покупал перед выходными 11-го. Доставили 16-го. Получил 17-го. Ну, где-то так. Вот так вот все упаковано. Вскрываю, смотрим. Каждый диск упакован в индивидуальный конвертик. Рабочая поверхность у него черная, наружная белая. Не такая матовая, как у Crytek, не такая шурпатая. И под печать на струйном принтере. Вокруг отверстия этого диска отштампован следующий номер. Буду записывать фильм 2023 года «Смертельная расплата» в формате BD-Remux. Это очередная серия «Миссия невыполнима». В качестве устройства записи использую внешний пишущий привод Hitachi LG BP50NB40. Обзор его функциональных возможностей можно посмотреть на моем канале. А в качестве программы для записи дисков использую ImageBurn. Запускаю программу. Буду записывать диск в формате Blu-ray, поэтому выбираю этот вариант «Записать файлы папки на диск». И здесь добавляю две папки проекта «Миссия невыполнима». BDMV и сертификат. В закладке устройства, кроме информации о пишущем приводе, можно видеть, что в качестве носителя используется диск объемом 25 гигабайт под брендом CMC. Чтобы диск корректно считывался на всех устройствах в последующем, выбираю наименьшую скорость записи, двукратную. И нажимаю калькулятор для формирования проекта. Фильм занимает 89% от всего объема диска. Теперь запись диска. Да. Окей. Итак, погнали. Начался прожиг диска в соответствии с заданными настройками. Ну вот, спустя 42 минуты диск записан на второй скорости без ошибок. Это можно видеть вот здесь вот в отчете. Все отлично. А теперь проверяю это качество записи на этом же приводе, на котором она осуществлена. Отчет о миссии. Российская подводная лодка К-599 «Севастополь». Операция «Подкова». Диск CMC записался очень качественно. При воспроизведении внешним приводом никаких артефактов на экране я не вижу. Продолжает работать безупречно. А теперь проверка воспроизведения этого диска бытовым Blu-ray 3D плеером Panasonic DMP BDT-300.
Ну и как видите, этот Blu-ray плеер также подтверждает высокое качество болванок CMC. Воспроизведение также без артефактов, идеальное. Российская подводная лодка К-599 «Севастополь». Операция «Подкова». День 74. Тестируемая нами активно обучаемая система защиты продолжает работать безупречно. Теперь на внешнюю сторону диска нанесу печать этикетки с помощью струйного принтера Epson L8160. Есть у него такая функция, и в комплекте нужный для диска лоток. На специальном для этого сайте kovrik.com нет готовой этикетки, поэтому в программе Epson Photo Plus создаю макет диска с изображением, скачанным в интернете. Теперь печать. Готово. Записал еще один Blu-ray диск и напечатал на нем этикетку. Считывается фильм идеально. Кроме того, прочитал в интернете, что CMC Magnetics – это крупнейший тайваньский производитель оптических дисков. Еще в 2010 году он получил сертификат на производство однократно записываемых двуслойных Blu-ray дисков объемом 50 гигабайт. Решил сам убедиться в качестве таких матриц и купил там же на Озон Buy, в том же магазине, 10 двуслойных дисков за 3200 российских рублей или около 34 долларов США. Один диск, получается, стоит чуть менее $3,5. Конечно же, дорого, но я оценил стоимость популярных фильмов на Blu-ray диске на том же Озон, подчеркиваю, популярных фильмов. Цена их около 6-7 долларов, превышает вдвое пустую матрицу. Мне не нужна коробка для диска, а этикетку на диск, как видите, могу напечатать сам в домашних условиях. Поэтому мне это в любом случае выгодно. Тут указано, что с момента упаковки 2.10 до доставки 6.10 прошло 4 дня, а реально я получил 8 где-то около недели и заказывал раньше. Где-то неделю ждал больше, чем предыдущие диски. Смотрим. Упаковка аналогичная. Доставили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дисков. В аналогичных индивидуальных конвертиках. Возьму один. Также черная рабочая поверхность и белая матовая наружная. И на внутреннем отверстии этого диска имеется другой, отличающийся от однослойных CMC дисков номер. Сравню с 25-гиговым диском. 50 гигов, 25 гигов. Внешне также все белое. Здесь рабочая поверхность такая же черная. Никаких отличий. Что ж, устанавливаю новый диск. Программа для записи ImageBurn в закладке устройства определила диск объемом 50 гигабайт под брендом почему-то Verbatim. Хотя указаны были диски CMC, а мне прислали не CMC, опять обман. Никогда не записывал диски Verbatim или Verbatim, поэтому пока ничего не могу о них сказать. Давайте попробую. В основном на двуслойные Blu-ray диски я пишу 3D фильмы с готового образа. Но в этот раз сохраню в архив фильм «Теория заговора» 1997 года. Его объем 31 гигабайт, превышает однослойный диск. Все готово, даю старт на Project. В качестве названия диска указываю «Теория заговора». Погнали! Я наблюдаю весь процесс записи и успешного завершения прожика диска. Выяснил, что при записи всех дисков Verbatim
В отчете фиксируется ошибка записи секторов от 0 по 31. Но повторюсь, что в этом случае прожиг диска был успешен. Готово. И сразу вижу в отчете критическую ошибку прожига этого диска. Смотрим. По отсутствию потемнения рабочей поверхности диска вижу, что прожиг не осуществлен. Это чистый диск. Для примера покажу вот двуслойный диск записанный. Это диск абсолютно чистый. Проверим это. Устанавливаю в привод. Однако при обращении к диску в проводнике на ноутбуке программа определяет его как чистый и предлагает снова его записать. Я пробовал записать еще один двуслойный диск Verbatim, уже ISO-образ 3D фильма, и получил тот же результат. Он остается чистым. Попробовал повторную запись на этот же диск. Наблюдал весь процесс записи, его финализации и успешного прожига. Так, смотрим. Снова тот же результат. Да, прожига нет. Windows многократно повторно предлагает записать, как она определяет чистый диск. А вот программа для записи образа диска на Blu-ray матрицу из пакета Cyberlink вообще отказалась это делать. Из купленных мной 10 Blu-ray дисков Verbatim каким-то образом удалось прожечь 2 диска. И это при том, что внешний привод Hitachi LG легко прожигает все типы дисков, типа там CD, DVD, Blu-ray, других брендов. Однако, как оказалось, при воспроизведении второго слоя этого диска имеются артефакты на изображении и звуке, которые не позволяют наслаждаться просмотром фильма. Молодец, здорово. Меня ждет важная встреча. Ладно. Конечно, я тогда пойду. Еще один диск также удалось прожечь с ошибкой фиксации сеанса, как она отразилась в отчете. Но такой диск бытовой Blu-ray плеер вообще отказался видеть. В итоге двуслойные диски Verbatim также не годятся для качественной записи фильмов. Мой опыт показывает, а вы можете посмотреть все мои видео о записываемых дисках по ссылкам в описании, что самый надежный бренд Blu-ray дисков это именно CMC. На Verbatim я пытался сохранять архив впервые, это вообще какой-то шлак, не кондиция. Даже Retec можно прожечь. Кстати, возвращаясь к Blu-ray дискам Retec из прошлого обзора, скажу, что мне все же удалось на некоторых из них получить приемлемую запись. Но процент брака у них существенный, поэтому для записи фильмов я однозначно рекомендую только CMC. Все ссылки в описании этого видео, а я благодарю вас за просмотр. Смотрите другие видео на моем канале и оценивайте их по своему усмотрению. До встречи на канале, всем пока!